Привет. Частенько звезды шоу-бизнеса встречаются в видеоиграх либо как камео, либо как актеры озвучки, а то и как полноценные виртуальные актеры. Но только у избранных звезд есть собственные игры, например, у таких суперстаров как Майкл Джексон, Шакил О'Нил, Стивен Сигал, Джеки Чан, Майкл Джордан, Брюс Ли и, конечно же, Святослав Гуляев. Да где же этот артефакт, ебаный его в корень? Удивительно, но почти все игры про звезд не возымели особого успеха, разве что в качестве мемов. Несмотря на это, Кертис Джеймс Джексон, также известный как 50 Cent, в начале нулевых решает выпустить собственную игру. Случилось это не просто так. В 2000-м, когда 50 еще не был популярен, но зато имел очень преступную биографию, на Кертиса совершили покушение. Сидя в машине прямо у дома своей бабушки, 50 получил 9 пулевых ранений в обе ноги, руку, грудь и в голову. Пуля вошла в щеку, выбила несколько зубов и повредила язык. Начало нулевых — это период гангстерского рэпа, поэтому Кертис не растерялся и после долгого восстановления продолжил карьеру. 50 основал свою группу G-Unit, на ее основе создал лейбл G-Unit Records, так как после покушения лейбл Columbia Records контракт с 50 расторг. Познакомился с Эминемом, написал биографию и разорвал чарты. В 2003 году группа G-Unit, состоящая из 50 Cent, Ллойда Бэнкса и Тони Йею, выпустила микстейп Bulletproof, и, судя по всему, он хорошо продался. Ведь господа рэперы находят в Лос-Анджелесе, куда Кертис попал после знакомства с Эминемом, игровых издателей Vivendi Games, а те, в свою очередь, находят никому неизвестную студию Genuine Games, которая берется сделать игру про бравые похождения 50 и его друзей. Откуда Genuine Games, будто бы загадка. Вроде на Википедии указано, что студия шотландская, хотя по запросу Genuine Games я нашел студию, некогда располагавшуюся в Лос-Анджелесе и создавшую печально известную игру «Бойцовский клуб». Fuck off, pretty boy. Even if I did know where he was, I couldn't tell you. Then give him this message for me. Fuck you. I can remember that. And fuck you too, pretty boy. Тайлер, что вообще происходит? Естественно, игра 50 Cent стала экшеном, а сценарий основывался на истории о том, как Кертис пережил 9 огнестрельных ранений. Пришлось немного приукрасить реальность. В игре полтинник с друзьями — это не просто какая-то там рэп-группа, а прям настоящие бандиты, воюющие с другими такими же бандитами. На одной из перестрелок, где банда должна была спасти своего кореша, 50 вроде как все разруливает, но в конце получает те самые 9 пуль. Братва его относит к местному подпольному доктору, док спасает полтинника, полтинник связывается с коррумпированным полицейским, его, кстати, играет Эминем. А еще в игре появляется доктор Дре. А этот коррумпированный полицейский помогает найти обидчиков и того самого братюню, которого в начале игры спасти все же не удалось. Закручивается сюжет уровня типичного боевика из нулевых. Этот кореш, которого мы должны были спасти, оказывается мертв. Вместе с ним валяются трупы федеральных агентов, в историю приплетаются мафиози всех мастей, китайская мафия, итальянская мафия, бандитского вида байкеры. 50 ходит и убивает всех, выходит на банду наркоторговцев, узнает, что один из его хоумисов на районе оказался агентом ЦРУ. 50 знакомится с дочерью этого чела, выходит на связь наркоторговцев с террористами. Естественно, в игре Полтос всех спасает, уничтожает плохих бандитов и влюбляет в себя дочку агента ЦРУ, который, кстати, в финале каким-то чудом оказывается жив. А вот Эминем оказывается крысой и предает полтинника, за что ловит шальную пулю в колено как символ гангстерской справедливости. Вообще, для меня сценарий этой игры стал ударом прям в сердечко, потому что написал его Терренс Уинтер, автор сценария моего любимого сериала «Клан Сопрано». Также он написал сценарий к фильму «Волк с Уолл-стрит». Терренса в то время позвали написать сценарий для, полубиографического фильма «Разбогатей или сдохни» о 50. И, судя по всему, на сдачу он написал пацанам сюжет для игры. Либо просто согласился, что его имя используют в титрах, я не знаю. Но это так, моя личная боль от того, что автор одного из любимых произведений написал подобный трэш.
Так-то основная проблема игры не в сценарии. 50 Cent Bulletproof не делалась из любви к играм, и вообще непонятно, зачем она делалась, кроме как потешить эго рэпера, чья популярность росла, и он мог, как ни в чем не бывало, позволить себе создать одноименную игру. Хотя, может, разработка просто стоила крайне дешево, учитывая найм неизвестной студии, о которой знали лишь в плохом ключе после игры по бойцовскому клубу. И забегая вперед, 50 Cent Bulletproof для разработчиков стала концом карьеры. Bulletproof могла стать прецедентом, не просто хорошей игрой по фильму, франшизе, а хорошей игрой по заказу популярного чела, но стала тем, чем стала. Bulletproof — это консольный шутер, причем плохой консольный шутер. Игра вышла в 2005 году. Тогда же вышли Resident Evil 4, SWAT 4, Quake 4, вторая колда, Star Wars Republic Commando, Star Wars Battlefront 2 и первая часть Fear. Во всех этих играх стрелять приятно, или как минимум не больно, хотя пока порт Resident Evil 4 может поспорить. А вот в Bulletproof стрелять больно. С одной стороны, казалось бы, все по классике для консольных шутеров. Игра от третьего лица, есть укрытие, патроны везде разбросаны, оружия вроде много, есть даже помощь в прицеливании в настройках. С другой стороны, давайте по порядку. Прицеливание — это песня, я бы сказал рэп-трек. Оно работает так. У каждого оружия прицел выглядит одинаково в виде большого кружка в центре. Но у некоторых пушек есть возможность точечного наведения. Не вы прицеливаетесь своей рукой, а прицел сужается со временем, пока вы держите врага на мушке. Причем враги постоянно двигаются, и держать их на мушке очень сложно. В большинстве случаев это попросту невозможно. Такая система прицеливания работала бы, если бы перед нами был, какой-то интерактивный тир, но не экшен от третьего лица. Здесь подобное смотрится тупо. Единственный неплохой момент — это стрельба с двух рук. Когда вы убиваете врага и подходите забрать его оружие, в случае, если оно одноручное, есть варик взять его во вторую руку и шмалять в 2 раза эффективнее. Проблема только в том, что стрельба с двух рук предполагает динамичную перестрелку, а не просиживание за укрытием. Но выходить из-за укрытий тут даже на средней сложности крайне опасно, хотя игра и называется 50 Cent Bulletproof, то есть пуленепробиваемый полтинник. Несмотря на это название, повозка жизни главного героя заканчивается где-то после 3-4 пуль на средней сложности. При этом почти в каждом уровне у врагов просто бесконечный респаун, и они высаживаются прямо из зада полтоса и начинают в него нещадно шмалять. Недаром в начале игры будет несколько уровней, где несчастному гангстеру приходится укрываться за мусоркой на колесиках, лишь бы не попасть под пули. Спасает ситуацию только броня, изредка выпадающая с врагов и спрятанная на уровнях. А вот само здоровье, кстати, не регенерируется. Его можно восстановить таблетками, а таблетки можно купить в хаб-локации. Да, в этой игре есть хаб-локация, где покупаются таблетки для восстановления хп, их можно взять до 10 штук на миссию, покупается там же новое оружие, треки самого полтинника для фоновой музыки во время игры и клипы, чтобы смотреть их в квартире у главного героя. Получается, с игрой у вас бесплатно шла парочка альбомов полтинника и несколько клипов. Надеюсь, что в криминальных районах на родине 50 больше в комплекте с игрой ничего не распространяли. Хотя как тогда объяснить почти 2 миллиона проданных копий? Но я отвлекся от игры. Тут, помимо полоски хп и брони, есть полоска стамины. Нет, она тратится не на бег или прыжки, она тратится на убийство в ближнем бою. Одно убийство, после которого полоска полностью опустошается, и вы ждете перезарядки, чтобы вновь появилась возможность убить врага вблизи. Да, убийства в ближнем бою жестокие, 50 там с адской яростью зарубает врагов, только смысл этой механики непонятен, ибо приближаться к врагу ради эффектной анимации как минимум опасно, потому что продолжить убивать вблизи вы не сможете из-за перезарядки навыка, а нашпигуют свинцом вас в 2 счета, потому что герой умирает за считанные секунды. Еще радует хронометраж уровней. Я упомянул об аптечках, они на уровнях не валяются, только покупаются, и во время миссий их никак не пополнить. При этом какие-то миссии проходятся минут за 20 прям максимум, а в какой-то можно застрять на час. И еще там целых 2 босса раскидано, причем довольно душных.
И на одну, и на другую миссию вы можете взять только ограниченное количество аптечек. При этом вы не знаете, насколько близок конец уровня, стоит ли жадничать и потеть, или же можно сожрать уже все аптечки и идти напролом. Ну, мы bulletproof или где? Поймите меня правильно, это не отвратительная игра. Она неплохая с точки зрения визуала, в ней нет каких-то адских багов, разве что искусственный интеллект тупит, иногда его можно прям вот обойти, пройти за спину, убить в стелсе, и все это на открытой местности. Но проблема не в этом, проблема в том, что непонятно, что вообще хотели сделать авторы, или что хотел получить полтинник. Как экшен от третьего лица это плохо. Это плохо для 2005 года, и это просто плохо для эпохи PlayStation 2. Как забавный трэш-боевичок, ну это слишком потная игра, в которой приходится страдать из-за отсутствия баланса. Поэтому, когда видишь оценку 8 из 10 от Official UK PlayStation 2 Magazine, хочется спросить, ребята, вам угрожали? 50 позвонил, сказал, что приедет и сделает 9 дырок в вас, если вы не поставите 8 или что? Ну и продажи в количестве почти 2 миллионов копий вызывают вопросы. Точнее, ладно, один вопрос. Откуда столько? Кореша рэпера скупили все игры или на концертах раздавали, или еще что? Журнал Next Generation составил список из сотни самых продаваемых игр на PlayStation 2, и якобы Bulletproof там на 98-м месте из 100. Я не могу в это поверить, ну мы же говорим о культовой PlayStation 2, где тысячи игр и сотни годноты. Феноменальные, а иначе как феноменом я их назвать не могу, продажи не побудили авторов срочно пилить сиквел. Почему-то, несмотря на финансовый успех, студия-разработчик развалилась и авторы разошлись по другим конторам. У издателя же Vivendi Games дела были получше, но о Полтосе и сиквеле его игры здесь тоже почему-то не думали. Вместо этого издатель работал со Swordfish Studios, это авторы шутера Cold Winter, над игрой по серии книг «Прикрытие 1» Роберта Ладлама. Эти книги — это шпионские боевики с элементами триллера, а игра по ним планировалась в виде экшена от третьего лица. Но, как это очень часто бывает, что-то пошло не так. Должен был выйти сериал по книгам, а к его релизу выдали бы и игру. Но сериал отменили, а игру чисто по книгам, без прикрытия в виде теоретически успешного телесериала делать не решились. Вместо этого Vivendi Games все же вспомнила о 50 и предложила переработать игру о международном шпионаже в ганста-боевик. Причем теперь уже Vivendi Games шла к Полтосу за одобрением проекта. Гангстер дал одобрямс, и разрабы пошли полным ходом перелопачивать свои наработки. На этот раз авторы точно были не из США. Swordfish Studios располагалась в Англии, и большую часть времени там не могли напрямую контактировать с издателем. Хотя один раз им все же пришлось прилететь и продемонстрировать играбельное демо всей команде G-Unit и их адвокатам. Это очень важный момент, и мне придется забежать вперед, чтобы объяснить, почему это так. Потом к этому еще вернемся, сейчас важно этот момент зафиксировать. На этой встрече, ее если что описывают сами разработчики в статье для журнала Edge, помимо кучи суровых дядек был сын 50, ему тогда было лет 6-7. И он поиграл в предоставленный билд и сказал «Я хочу вертолеты». Представители разработчиков пытались на серьезных щах пояснить, что концепция проекта не предусматривает вертолеты и реализация затруднительна, так что лучше бы этого не делать. Но полтинник посмотрел на них и сказал «Ты его слышал, нужен уровень с вертолетами». Авторы позже признались, что склепали вертолетные уровни как могли из того, что было. Несмотря на все усилия, в 2008 году случился экономический кризис, и выпуск игры почти сорвался. Vivendi сначала скромно отреклась от игры, отдав ее издательство своей дочерней компании Sierra Entertainment. Затем произошло и вовсе жуткое. Корпорация Activision купила Vivendi Games, и уже Activision заявила, что не заинтересована в выпуске игры о 50 Cent, даже если это сделают под именем Sierra, ведь теперь и эта студия принадлежит Бобби Котику. А Swordfish Studios в это время поглощала студия Codemasters для превращения их в разработчиков игр по Формуле 1. И что теперь делать с игрой по 50 Cent никто не понимал.
Связи с рэпером происходили через сотрудников Vivendi, поэтому разработчики были в полном непонимании, что делать дальше. Но тут, как рыцарь на белом коне, в октябре 2008 года появляется студия THQ и выкупает права на игру у Activision. Что характерно, издавать игру Activision не хотели, а права все же оставили. Разработчикам же только это и надо было. Сама игра была почти готова к релизу. Вот это уже игра в духе 50. Ее чуть было не убили, но она прошла через трудности и вышла в релиз. Вы, может быть, удивитесь, но получилась почти диаметральная противоположность первой игре. Это крепкий консольный боевик, за который, как минимум, не стыдно. На мой же взгляд, у игры всего два неприятных минуса. Первый – это сюжет, который, к слову, вновь написал сценарист из мира телесериалов Камран Паша, почти мой тезка. Он автор сценариев в сериалах «Царство», «Сумеречная зона», «Короли» и мультсериала «Трон Восстания». Получилась абсолютно нелепая история о том, как 50 Cent с корешами выступает в неназванном городе теоретически где-то на Ближнем Востоке, и после его концерта его кидают на деньги за выступление. Вместо обещанных 10 миллионов ему предлагают череп с бриллиантами, он его берет, после чего в городе, где несколько минут назад рэперы выступали на стадионе, если чё, в этом же городе разворачиваются полномасштабные боевые действия, взрывы, бомбардировки и прочий лютый экшен. Череп с брюликами воруют, и, собственно, всю игру полтинник убивает кучу непонятных людей, чтобы просто вернуть черепуху. Причем по пути рэпер ввязывается в авантюру на $4 миллиона. Всего-то надо ограбить машину, набитую золотом. Вербует его на это какой-то боец-наемник, и как только Полтос делает свое дело, его опять кидают на бабки. Но после этого он уже напрямую идет к черепу и убивает всех встречных. Хотя ладно, там еще по пути его еще раз опрокинет женщина и кинется целовать, 50 такой растаял, а потом она же выстрелит в него. Немного даже стыдно за такого доверчивого гангстера. И ей-богу, история первой части смотрится в разы выигрышней на фоне этого трэша о кидосе на деньги за концерт в стране, где по улицам рассекают бандиты с пулеметами. В первой игре Полтос хотя бы выставлял себя рыцарем на белом коне, побеждал наркоторговцев и даже террористов. Тут он просто ради бабок убивает все и вся, готов грабить машины с золотом и покупать оружие на черном рынке, чтобы просто дойти до конца, вернуть свои бабки. При этом всем его постоянно обманывают, из-за чего весь пафос и крутость героя смотрится просто нелепо. Я видел такое, что вам, людям, и не снилось. Атакующие корабли, пылающие над Орионом, лучи Си, разрезающие мрак у ворот Тангейзера. Если же не придираться к сюжету, точнее, игнорировать его, то выходит реально крепкий шутер от третьего лица. С укрытиями, перекатами, регенерацией и даже кооперативом, правда только по сети, на одной консоли с 2 геймпадами не поиграть. Стрелять приятно, оружие, не то чтобы прям много, но учитывая, что игра пробегается за 4 часа, разнообразия хватает. Новые стволы либо подбираются, но чаще всего открываются в магазине и делятся на 4 категории, а у персонажа 4 слота для оружия. В первой пистолеты, во второй УЗИ и дробовики, в третьей автоматы и пулеметы, а в четвертой ракетницы и снайперские винтовки. В отличие от первой игры, тут у каждого оружия свой прицел, и пушки реально ощущаются по-разному. Единственное, я так и не понял, зачем тут снайперские винтовки. Игра очень динамичная, и на подобное оружие, на снайперскую винтовку, тут просто нет времени. Из первой игры осталось добивание в ближнем бою, но его доработали. Теперь нет ограничений по стамине, бей без остановок. Работает все это в виде QTE из одной кнопки. А вот просто какого-то удара в ближнем бою нет, только вот такие вот добивания. Зато появился Bullet Time почти как в Max Payne, только в 50 Cent. Есть парочка уровней, где дадут погонять на машине с пулеметом. Правда, на пулемете будет бот, если играете в соло. И плюс еще будет уровень на вертолете, где мы просто летим и стреляем из пулемета с бесконечными патронами.
Но, видимо, авторы решили, что одного такого уровня для сынишки 50 будет мало. В игре есть босс-вертолет. Точнее, в игре 4, если не ошибаюсь, босса вертолета. И когда я впервые увидел босса вертолета, я думал, ну, какой-то разовый прикол. Но нет, игра длится, как я уже сказал, где-то 4 часа, и вот примерно каждый час будет босс-вертолет. Что-то сдохнуть захотелось. Это абсолютно нелепые боссы-вертолеты. Их максимально неудобно бить. Урон из огнестрелов, если по ним и проходит, то очень скудный, а ракетницей попадать по движущемуся вертолету, ну, не очень весело. Можно позавидовать любви 50 Cent к сыну. Частично испортить игру из-за желания 7-летнего сынульки – это мощно. Серьезно, с точки зрения геймплея, это вот прям худшая часть. Хочется верить, что хотя бы сын Полтоса остался доволен. Он получил игру, где все боссы это вертолеты. И если с вертолетами все понятно, то вот непонятно, почему все враги 50 говорят на русском языке. Вроде вымышленная страна явно пародирует какой-то Ближний Восток, а некоторые западные рецензенты использовали слово «псевдо-Ирак». При этом в кат-сценах все персонажи, с которыми говорит полтинник, англоязычные, никого с именем или фамилией даже с намеком на русскоязычность нет. Но вот каждый человек с оружием, которого 50 Cent'у придется пристрелить, выкрикивает что-то на великом и могучем, хотя в игре даже субтитров русских нет. То ли 50 вспомнил, что в первой игре убивал столько разных этносов, но вот финно-угров не убивал, славян не убивал, то ли русскоязычные актеры массовки брали дешевле всего, вот их и наняли, собственно. И по итогу вновь получается феноменальная игра. 50 Cent Blood on the Sand – хорошая игра, дико динамичный шутер с приятной стрельбой и графикой на момент релиза. Но единственная информация о продаже говорит о 56 тысячах проданных копий в США, а у THQ 2009 год был очень тяжелый. Убытки составляли почти $500 миллионов. Возможно, Activision что-то знала, и аналитики компании видели, как популярность полтинника падала, и странно было ожидать ажиотажа на игру с этим персонажем. Вот и получились игры у 50 Cent реально феноменами. Одна плохая игра умудряется как-то продаться нереальным тиражом, вторая игра получает хорошие оценки, но полностью проваливается в продажах. Объединяет их разве что тот факт, что для разработчиков эти игры стали проклятием. Что Genuine Games, что Swordfish Studios закрылись после релизов. Надеюсь, для моего канала видео по этим играм не станет подобным проклятием. Что ж, увидим. А на сегодня же у меня все. Как всегда, буду рад вашим лайкам, подпискам на канал, комментариям и любой другой активности. Большое вам спасибо за внимание и отдельно благодарю подписчиков с Boosty за поддержку и мотивацию. Всем добра и до скорой встречи.